Unturned довольно-таки чудесная игра, и в ней можно не только выживать и крушить кубические бошки зомбям, но и творить. Игра уже не новая, время идет, а способы изготовления многих вещей остались у людей как прежде. Непорядок. Камон, сейчас 2020 год, пора это исправлять. В общем, время прогрессировать. Сегодня речь пойдет об NPC. В этом видео я расскажу полностью о том, что же это такое. Покажу отличнейший способ изготовления NPC, уточню многие моменты и хитрости, и многое другое. Меня зовут Богдан, и... Пожалуй, пора начинать. Затянул, да. Блин. Давайте сперва разберемся, что же такое NPC. NPC, или же Non-Playable Character, это не игровой персонаж, с которым игрок может взаимодействовать. Обычно в играх они могут делать разнообразные действия, стрелять, ходить и всячески взаимодействовать с игроком в игровой среде. В Unturned же они представлены в виде объекта, модель поведения которого создается игрой автоматически, в зависимости от того, что вы ему туда запишете. NPC будет стоять неподвижно и лишь иногда делать некоторые движения, если им позволяет поза. При приближении игрока они будут неотрывно смотреть на него. При этом такое видит только сам игрок. Со стороны этого, увы, никто не увидит. Стало интересно? Но тогда сейчас все буду рассказывать. Во-первых, NPC не требует никакого Unity 3D файла, то есть им не нужны ассеты. Достаточно просто указать все в конфиге и файле трансляции. Но тут вот какая незадача. Попытаться разобраться во всех этих файликах не всегда приводит к успеху, и зачастую NPC может просто не получиться. Поэтому сегодня я покажу очень действенный способ, как можно создать NPC. Итак, вот он я, вот мой рабочий стол. Сейчас буду все рассказывать просто и понятно, без всяких там левых эстернов, ну, в общем, как пацан. Итак, давайте начнем. Прежде всего, что нам нужно? Рассказываю. Есть программа, называется NPC Maker. Создана она Антоном Галаховым, за что ему спасибо, он меня и натолкнул на создание этого видеоролика. В общем, сейчас буду обучать, как же все-таки этим добром пользоваться. Итак, прежде всего, нам нужно ее скачать. Ссылочку оставлю в описании. Ну, куда же ее еще оставлять-то? Итак, ну вот здесь можете сразу скачать на английском языке, можете на русском. Ну, нас интересует русский язык. Вот мы скачиваем. Нас перекидывает на GitHub. Что нам нужно сделать дальше? Нажимаем вот сюда. Программка скачивается. Отлично. Сейчас подождем, пока она скачается. Замечательно, программа, можно сказать, скачалась. Теперь, что вам лучше всего сделать? Не стоит ее сразу же открывать. Я бы порекомендовал создать папку и куда-нибудь ее закинуть. Ну, назову ее Maker. Позже закидываем ее туда и открываем. Но у меня уже все скачано, открывать не буду. Итак. Возможно, вам напишет, что данная программа вредоносна или еще что-то. Нажимаете подробнее и выполнить. У меня этого нету, потому что это происходит только единожды. Итак, вот так выглядит сама программа. Она довольно проста в плане интерфейса, но я думаю, это не страшно. Сейчас будем разбирать все по порядку. Сперва обзор по самой программе. Зайдем в настройки. В настройках вы можете поставить автосохранение, чтобы какой-нибудь Петрович из соседнего подъезда случайно не перебил свет во всем районе тем, что решил повесить себе модную полочку. Но не суть. Можете поставить язык, если вам это важно. Далее, интерфейс. Здесь вы можете выбрать тему. Тема вся перечислена на английском, но я думаю, путем перевода цветов или воспользоваться Google переводчиком сможет каждый. Тут, я думаю, как бы уже ничего сложного. Мне нравится темно-фиолетовая. Также анимация, если вам это вдруг нужно, она просто делает некоторые функции приятнее. И здесь разное. Discord Rich Presence — это когда в Дискорде показано, во что вы сейчас играете. Замечательно. Итак, давайте разбираться, как же составить NPC, из чего они состоят и что и как работает. Во-первых, имя. Это имя в редакторе, которое будет появляться в самом редакторе, оно будет появляться в игре и всячески использоваться. Ну давайте создадим NPC под названием Tutorial. Далее, отображаемое имя.
Это то имя, когда вы на него наводитесь или когда вы с ним говорите. Давайте я тоже такое создам. Далее, ID. ID это очень важно. Без него персонаж просто не будет работать. Всегда нужно указывать ID. Здесь я сделаю важную поправочку. Всегда, если у вас есть сборка, возьмите те ID, которые не будут точно использоваться, и используйте их в дальнейшем, чтобы создать NPC. Зарубите себе на носу. Распределяйте ID по категориям. Один вид ID, допустим, 4 девятки, используйте для самих NPC. Восьмерки используйте для диалогов, а также семерки, шестерки для квестов и так далее. Здесь уже как у вас хватит вашего распределительного таланта. Но не суть. Я создам NPC с ID 995. И не используйте ID в стиле 1, 2, 3 и так где-то до 2000, потому что они заняты самой игрой. И далее. Начальный диалог. Что сюда нужно вписать? Здесь тоже нужен ID. Давайте 885. Это тот диалог, который будет впервые появляться, когда вы будете говорить с NPC. Далее. Условия видимости. Здесь сделаю сразу важную поправочку. Просто так добавить условия видимости не получится. Ну, то есть, если вы, допустим, сделаете время суток и хотите, чтобы NPC появлялся только днем или ночью, я сделаю важную поправку. Во-первых, нужно сделать дважды. Насколько я помню, день это где-то 3200 секунд. Ну, здесь на экране где-то должна появиться будет надпись. Далее, логика. Существуют разные логики, но зачастую используется только равно и иногда меньше или равно, или больше или равно. Надеюсь, вы понимаете, что значит эти закорючки, да? Ну, допустим, мы возьмем больше или равно и затем напишем 3200. И точно так же делаем время суток. Сделаем меньше или равно. Я сейчас уже понял, что я перепутал эти символы, но не суть. Допустим, написали секунды, но они так просто работать не будут, потому что условия у NPC проверяется только тогда, когда игрок перезаходит. Ну, это совсем бред, да? Поэтому вот как данную ситуацию исправлять. Мы добавляем флаг логика. В общем, если вы хоть знаете какие-то азы программирования, не прогуливали уроки информатики, возможно, вы все-таки знаете, что такое флаги. Итак, ID флага. Флагам тоже нужна логика. Нет. Флагам тоже нужен ID. И здесь. Сейчас я покажу, что надо делать. Мы тоже придумаем ID. Например, 5000. Значение флага. Здесь мы не делаем его положительным. Сбрасываем при выполнении и разрешаем неустановленное значение. И логика равно. Отлично. Теперь NPC, по идее, будет появляться в какое-то там время суток. И дальше. Цвет кожи. Здесь вы можете выбрать уже те, которые есть в самой игре. То есть вам не придется их запоминать. Брать у других NPC. Здесь все уже сделали за вас. То есть вы выбираете. Вот эти цвета. Это идут цвета кожи. А снизу идут цвета волос. Итак. Давайте выберем вот такой. Дальше лицо. Лицо, думаю, здесь понятно. Здесь вы просто кликаете, в зависимости от того, какое вам нужно, и выбираете. Допустим, я выберу такое. Прическа. С прическами тоже сделаю небольшую поправочку. К сожалению, сами прически, картинок у них здесь не будет, поэтому я советую вам как-нибудь зайти в игру и посмотреть, какие иконки, какие дают прически. Надеюсь, это когда-нибудь в будущем поправят. Итак, выбираем прическу. Ну, вот эту я хочу, допустим. И борода. Здесь тоже, ну, бороду выгадывать уже гораздо проще. Я выберу вот эту. Теперь цвет волос. Цвет волос распространяется сразу и на прическу, и на бороду. Раздельно сделать не получится. Это тоже важно. Ну, пусть будет рыжий. Поза. Позы, они почти такие же, как у игрока, но здесь еще важную одну отмечу. Существует поза Speed. Поза Speed убирает у NPC абсолютно все движения. Ну, то есть он будет только руками двигать, но никаких анимаций у него не будет. Поэтому давайте сделаем его как раз таким.
Также сидит. Это не то, которое анимация REST. Это как раз то, когда NPC как бы сидит в машине. То есть вы можете его посадить на стол, он будет смотреться очень даже мило. Поставили. Дальше, теперь нужно NPC нашего приодеть. Здесь, в принципе, все интуитивно понятно. Просто выбираете нужный вам ID, и NPC приоденется. Обращу внимание, что использовать скины в качестве одежды тоже можно. Их ID вы можете найти в папке Extras в файлах игры. Итак, давайте приоденем NPC. Если вы оденете головной убор, чаще всего прическа, скорее всего, исчезнет. Но я советую вот что. Допустим, 502 и 501. Ага, как мило. Также здесь есть одежда, которая появляется на Рождество и которая появляется на Хэллоуин. Если, в принципе, вам оно нужно, можете использовать. Дальше. Обязательно сохраняйте персонажа. Конечно, он будет сохраняться и сам, но лишний раз перестраховаться не помешает. Тут же важно что. Здесь вы можете добавлять несколько персонажей и потом сразу их экспортировать. То есть я могу создать сразу другого. Эта функция полезна, если вы делаете, допустим, какую-нибудь массовку из NPC, и вам они, в принципе, не нужны с диалогами, или нужны, но вы просто используете уже шаблонный диалог. Так что здесь можно сразу, не закрывая программу, наклепать очень много NPC. Итак, переходим во вкладку «Диалог». Вот здесь довольно все весело. Это ID диалога. Сделаем тот, который мы указывали. Это будет наш первый диалог. Итак, сообщение — это то, что говорит нам NPC, а ответ — это то, как мы можем ему ответить. Обращаю внимание, что положение ответов и сообщений очень важно, потому что также они будут появляться в самой игре. То есть, если вам нужно сделать все красиво, чтобы, допустим, кнопочка с вопросом «Как у тебя дела?» была сверху, кнопочка с магазином была чуть-чуть ниже, и кнопочка «Выйти» была в самом низу. Сделайте здесь точно так же, это важно. Помимо этого, можете нажать кнопку «Установить диалог как начальный». И этот диалог, если вы не указывали вот здесь, он автоматически укажется. Итак, здесь что мы можем делать? Условия и награды. Здесь, в принципе, все обозначено. Награды — это то, что вам может, по сути, выдать сам NPC. В наградах есть самые различные вещи. Это даже вызвать события, то есть, например, airdrop или дождь. Выдать даже достижение Steam. Не знаю, зачем оно. Телепортировать вас, выдать транспорт и так далее. Здесь, в принципе, как уже хватит вашей фантазии и навыков какого-никакого программирования. Итак, обойдемся пока без этого. Добавим страницу. Привет. Отлично. И теперь добавим ему еще ответ. И дальше. Сейчас я сделаю заранее заготовки. Итак, мои рекомендации. Всегда расставляйте знаки препинания как нужно. Не стесняйтесь ставить в конце точки. Это сделает ваш NPC намного красивее. Помимо этого, здесь вам предлагают форматирование. Если вам нужно перейти на следующую строку, Enter или Shift ничего вам не дадут. Вам нужно написать вот такое. Бр. Оно обозначено также здесь. Если вы пользуетесь анимированным текстом в NPC, я, например, не пользуюсь, вы можете делать ему паузы. И таким образом даже попытаться создать некую синхронизацию речи. То есть, когда человек говорит, он делает паузы и так далее. Вы можете сделать надпись цветной. Например, эту мы можем сделать обычной. Допустим, вот так. А если вам не нравится писать вот такие вещи, то мы можем сделать проще. Мы берем, жмем правой кнопкой мыши. Здесь можно сразу все вставлять. И здесь можно вставить цвет. Здесь выбираем из самого антёрнада или из Unity. Здесь, в принципе, в этом плане все удобно. Допустим, я хочу дать ему легендарную редкость.
То есть автоматически ставится цвет, и вот между этими скобочками как раз и нужно писать само предложение. Вот так. Примерно вот так это все выглядит. Дальше. ID магазина. ID магазина это то, что должно открываться, когда будет появляться торговля. То есть в NPC есть торговля, где игрок может торговать. А с недавним обновлением он может торговать не только за опыт, но еще и за валюту. Об этом я тоже упомяну. Но здесь мы не будем ничего делать, мы просто вставим дополнительный диалог. Допустим, напишем следующий ID, и чуть-чуть позже напишем этот сам диалог. Следующее. Как раз таки магазин. Обращу внимание, что к магазину следует дописывать еще и диалог, чтобы когда игрок нажимал кнопку возврата, а не пользовался кнопкой Escape, его выбрасывало из магазина, и NPC говорил что-то вроде «спасибо за покупку». Это сделает NPC намного приятнее в плане использования. Он будет казаться более каким-никаким живым. Дальше, по квестам. С квестами здесь немножечко все замороченнее, но в принципе это все работает. А многие, к слову, квесты делать особо и не умеют. Поэтому сперва напишем ID магазина. Вот так. И затем ID задания. Допустим, вот так. Я же не туда его написал, да? Итак, поехали дальше. Сохраняем. Диалог, в принципе, и сам сохранится. Теперь нам нужно написать другие диалоги. Вот заходим вот сюда, нажимаем «Добавить диалог». Теперь напишем, допустим, «Все хорошо». Отлично. Когда вы не пишете ничего, эта кнопка будет выбрасывать из диалога. Ее можно использовать как выход. Едем дальше. Накосячил ID. И теперь сам ответ. Хорошо, вернемся к нашему основному диалогу. К слову, здесь вы можете себе оставлять комментарии, чтобы позже возвращаться к нему. Например, напишем, что это главный диалог. Это тот, из которого все идет. Здесь, конечно, отображаться не будет, но вы сами для себя запомните. Идем дальше. Как же создавать квесты? Если с магазинами все еще более-менее понятно, то с квестами что-то ничего не понятно. Тогда мы делаем следующее. Мы добавляем условия, задание, ID самого задания, допустим, статус задания не взят, логика равно. Изменить статус объекта не трогая. Затем мы добавляем награды и пишем здесь ID задания. Замечательно. Теперь мы делаем следующее. Добавляем этому заданию условия, желательно флаг логика, и пишем какой-нибудь ID. Значение флага должно быть положительным, а логика равна. Это потребуется немножко для другого, я покажу, как именно надо реализовать задание. Теперь добавляем еще один ответ, через стрелочки переместим его вверх. И сделаем вот так. Это будет ответ, когда квест необходимо сдать. Условие будет такое. Задание, статус, готов к сдаче и ID. ID того самого задания, логика равно, и изменить статус объекта. Это
позволит заданию быть сданным. Следующее. В награды мы делаем такое. Изменить флаг, логика, ID того самого флага. И новое значение. Теперь при положительном флаге этого ответа больше не будет. То бишь, квест, можно сказать, одноразовый. Вот так. И также сюда можно добавлять еще диалоги, чтобы все было по-красивому. Здесь, опять же, я показываю только азы. Вы сможете создать своего NPC сами. Теперь перейдем к вкладке магазина. Во вкладке магазина мы можем создать таблицу товаров, которые NPC будет продавать. Здесь, в принципе, все интуитивно понятно, но объясню некоторые моменты. Название магазина — это то, как будет он называться в панели игрока. Допустим. Здесь также можно добавлять цвета, делать что угодно. Ну, добавлять паузы и переход на следующую строку я бы не рекомендовал. И описание магазина будет показываться чуть ниже названия. В принципе, тоже довольно неплохая вещь, но лучше делать, я советую. Допустим, что-то такое. Далее. Отключить сортировку позволит вам расставить товары, как вы хотите. Например, в порядке возрастания. Например, я этой функцией часто пользуюсь, но если оно вам не нужно, просто добавляйте товары, и игра рассортирует их в алфавитном порядке. GUID валюты, GUID, можете погуглить, это то, что будет добавлять NPC в другой вариант торговли с помощью валюты. Сам этот GUID валюты можно взять из специального файлика валюты, где будет записываться все деньги и их значения. То есть торговать, грубо говоря, за предметы. Об этом я покажу чуть-чуть позже, но сперва создадим классический вариант магазина, где игрок торгует за опыт. Возьмем, отключим сортировку и сделаем какие-нибудь предметы. Также NPC может скупать предметы, когда игрок может отдавать предметы и получать за это опыт. И наоборот, продавать, когда игрок тратит опыт и получает предмет. NPC также могут продавать транспорт. Это особенно полезно для каких-нибудь RP-серверов. Пишем сюда ID машины, ее цену и точку появления. Обращаю внимание на точку появления. Ее необходимо ставить в редакторе DevKit на карте, а также обозначить ей название. Подробнее об этом можете посмотреть в других видеороликах. Обращаю внимание еще, что название точки может быть абсолютно любым. То есть, как вы захотите. Напишу точка. Продаем транспорт. Скупать транспорт нельзя. Возьмем предмет. И добавим, допустим, 363 Maple Strike за 1000. И Eagle Fire тоже за 1000. А скупать будем, допустим, воду по 10. Шикарно. Магазин мы сделали. Теперь сделаем задание. Задание немножечко все поинтереснее. Мы делаем само название задания, которое будет отображаться в списке, и описание задания. Я рекомендую названия делать какие-нибудь очень заковыристые, ну то есть в таком мультяшном стиле. Например, жаркий день. Писать рекомендую с большой буквы, потому что так выглядит лаконичнее. Затем, описание задания. В описании задания я бы посоветовал использовать пересказ от третьего лица, чтобы NPC не рассказывал, что именно ему нужно, а в описании задания уже все говорилось. Туториальный NPC захотел пить, чтобы протестировать возможность использования квестов. Помогите ему и найдите воду. Как-то вот так. Добавить условия. Условия — это то, что нужно выполнить задание. Обращу также внимание, что задание нельзя выполнить какой-то из. Или должно выполняться абсолютно все задания. Ну то есть предмет,
количество предмета, забрать ли его, а локализация это то, как это будет называться. Я вот что советую. Вы можете писать абсолютно что угодно, ну, например, принести воду, а теперь вы, наверное, не раз замечали, что когда вы берете задание, есть некий счетчик того, сколько вам еще нужно сделать. Показываю, как это реализуется. Вы пишете фигурную скобочку 0, фигурную скобочку, слэш, фигурную скобочку, 1, фигурную скобочку. Замечательно. Теперь всегда 0 и 1. Это не количество того, сколько нужно принести, а значение. Это важно. Сохранить условия. Затем добавить награду. Выдать валюту актуально для того, если в самом магазине и в принципе в игре есть валюта. Валют может быть много, и они могут быть разные. Это тоже важно. Но не суть. Мы добавим, допустим, репутация. Количество репутации, если вам нужно положительное, допустим, 5, а если отрицательно, добавляйте минус. Также локализация на репутацию не будет работать, поэтому в наградах я не советую вообще ее в принципе делать. Также комментарий сохранить. Отлично. В программе также есть список ошибок на случай, если вы перепутали какой-то ID, он у вас конфликтует, или вы сделали, допустим, пустой ответ. Программа об этом сообщит, и в случае чего вы сможете исправить свою ошибку. Замечательно. Теперь нужно экспортировать нашего NPC. Как это сделать? Вы можете, во-первых, сохранить его в виде проекта. Таким образом, вы сможете потом открыть его в этой программе и продолжить работу, как в Photoshop. Вполне себе удобная функция. Я сейчас этого делать не буду. Также, когда вы экспортируете, вам также предложат его сохранить, но вы можете этого и не делать. Нажимаем «Открыть результат», и у нас все получилось. Дальше. Вот этот огромный набор символов – это GUID. Его я рекомендую потом удалить и стереть. Дальше. Программа уже автоматически рассортировала вам NPC по папочкам. То есть при желании в одном проекте вы можете создавать сразу всех NPC. Я это делать не советую, потому что так очень легко запутаться. Названия также будут в виде таких символов и ID на конце. Если вам не лень, вы можете попытаться взять отсюда имя и прикрепить его на все остальные названия. Я этого делать сейчас не буду, так потому что время у нас немножечко все-таки ограничено и платят мне по часам. Поэтому теперь мы закрываем и выносим всю эту папку на рабочий стол. Теперь нужно перекинуть ее в папку с игрой. Сейчас показываю, как это можно сделать. Открываем файлы с игрой. Теперь мы открываем Bundles, NPC. И теперь в Characters мы можем перекинуть то, что находится в Characters. Ну, то есть, таким образом совмещать папки. Обращаю также внимание, что при копировании в папку ничего не стирается. Диалоги я советую запихивать в одну папку, чтобы они не засоряли общий вид NPC, потому что основной вид NPC всегда рассортирован по папкам. Добавляем. Теперь заходим в квесты. Квесты, если у вас он один, в принципе можно не сортировать. Также и с магазином. Замечательно. Мы все сделали, и NPC можно считать созданным. Давайте же его проверим. Вот мы и перешли в саму игру, и теперь пришло время затестировать нашего NPC. Но сперва его необходимо установить на карте. NPC это точно такой же объект, и его надо установить через Editor. Выбираете вашу карту. Я, например, возьму Destruction. Затем мы переходим во вкладочку Level, Objects и выбираем нашего NPC. Я его уже здесь установил, но вы точно так же сможете его спокойно поставить, исказить и сделать все, что вам нужно. Итак, выходим и переходим на саму карту. Итак, вот это наш NPC.
Вот так он выглядит. Он не реагирует на персонажа, потому что мы даем ему соответствующую позу. Теперь нужно с ним поговорить. Как мы видим, простые ответы прекрасно работают. Магазин точно так же работает. Давайте даже у него что-нибудь купим. Выдадим себе опыта. И вот я свободно могу покупать Maple Trike, Eagle Fire и так далее. Как вы видите, все успешно работает. Теперь возьмем задание. Как мы видим, здесь все хорошо. Если мы отменим задание, то его можно будет взять заново. Вот мы выполнили задание, взяли бутылку воды. Теперь мы можем его сдать. Все, больше такого задания не появляется. И ответ на выход полностью работает. Что ж, я поздравляю, вы успешно создали своего NPC и надеюсь, что у вас получится все так же делать в дальнейшем. Этого тестового NPC я оставлю в описании к этому видеоролику. Ну а на сегодня пора прощаться. Всем до скорого. Давайте, пока.